Что вас ждет в ближайшие 48 часов? Давайте посмотрим вместе с вами сегодня на наши замечательные свечи. Итак, подумайте, пожалуйста, о себе, постарайтесь больше ни о чем не думать, и мы тогда начинаем с вами смотреть. Что же вас ждет в ближайшие 48 часов? Какие события, какие ситуации? Ситуации, события. Ближайшие 48 часов. У вас идет как договоренность с другим человеком относительно работы. Например, кто-то может у вас попросить выйти за него, например, да, потому что здесь вопрос работы. Как бы для вас идет возможность больше подзаработать, но и также помочь кому-то, да, в чем-то. Чтобы вы за кого-то вышли бы на работу, например. Вот такая четкая ситуация. Дальше, смотрите, у кого-то идет в ближайших 48 часов, вас будут внимательно слушать. Вы как в центре находитесь, вы как в центре событий, и лишь от вас зависит, как дальше сложится ваша жизнь в плане работы. У кого-то идет вообще как прослушивание на собеседование, например, да, то есть здесь придется себя вообще как-то по-другому показать, потому что здесь все зависит лишь от вас, заполучите вы новые возможности или нет, смотря как вы себя проявите. Так, дальше, ближайших 48 часов дорога. Дорога с какими-то тратами. Это может быть как и запланированное, это может быть так и не запланированное. Но что-то вы здесь будете приобретать. Что-то будете приобретать либо для себя, либо для тех, с кем вы проживаете. Так, следующий момент. Ну, вот это вот поездка вижу. Поездка. У кого-то даже в ближайших 48 часов ожидается как поездка навстречу к человеку, кто вас ждет, кто вас любит. Это у вас по взаимности. Может быть, даже если вы сейчас кого-то вы ожидаете в ближайших 48 часов, к вам кто-то внезапно приедет, да, какой-то вам сделает неожиданный сюрприз, подарок. Но здесь четко увидела, смотрите, машина, транспорт, сердце, два человека целуются. Вот такая четко у меня здесь ситуация интересная. Так, в ближайших 48 часов также вижу, у кого-то будет примирение. Примирение. Но я буду с вами честна. Я не знаю, с кем у вас был, как говорится, скандал, там ссора, недопонимание какое-то, но у кого-то из вас примирение-то оно состоится, но сам факт, что это будет ненадолго, что-то опять повторится со стороны другого человека. Поэтому здесь, конечно же, вам решать, прощать человека или нет. Потому что четко вижу, как себя человек вел в прошлом, так он себя еще раз будет вести. Так, смотрите, здесь увидела образ женщины. Женщина, которая, в принципе, интересуется многим. Это взрослая женщина, короткостриженная. Вот почему-то здесь вы будете к ней обращаться, либо у вас ожидается разговор, встреча с такой женщиной. Может быть, даже светлые волосы. Волосы сами по себе вьются, такие кучерявые, да. Поэтому здесь вот встреча, разговор с такой женщиной, но она опечалена, огорчена чем-то. Возможно, просто необходима ваша какая-то поддержка именно для этой женщины. Мгм. Так, следующий момент. Что же вас еще ждет в ближайшие 48 часов? Какая-то молодая девушка, длинноволосая. Возможно, еще светлые волосы, такие русые, светлые-светлые. Может даже быть такая крашеная, крашеная как блондинка. И она очень элегантно выглядит. Может быть, у нее какой-то праздник будет, она вас будет приглашать к себе, например, да. Встреча с такой молодой особой у вас также может состояться. Так, следующий момент. Что у нас здесь еще? Ближайшие 48 часов. У кого-то монетка, да? Ну, какие-то поступления денег вам идут на счет. Но это как-то немного, но очень резко и неожиданно для вас. Может быть, это даже, знаете, какой-то небольшой выигрыш. Допустим, в лотерею. Может быть, опять же, это какие-то чаевые могут быть неожиданные, да? Может быть, находка какая-то также. Либо действительно на ваш номер счета может поступить какая-то сумма небольшая, но как-то вот неожиданно совсем. Так, следующий момент. Я увидела человека, который тянет очень-очень тяжелый пакет. Либо вы и вправду будете тянуть что-то на себе, что-то тяжелое. Может быть, будете перетаскивать какие-то вещи, какие-то сумки, пакеты, что-то тяжелое. Одни.
Либо вот этот мне образ может говорить о том, что в ближайших 48 часов вам придется полагаться лишь на себя и на свои усилия. Неважно, в каком вопросе это, неважно, в каком вопросе это касается, да, но здесь лучше всего полагаться лишь на самого себя, либо на саму себя. Вы как-то медленно, но уверенно вы все равно справитесь с каким-то вопросом, с проблемой какой-то, что ли. Но вы справитесь. Полагаться нужно лишь на себя. Так, следующий момент. У кого-то идет в ближайших 48 часов молитва. Женщин, не знаю, может быть, и вправду вы будете находиться где-то, будете молиться, может быть, кто-то из вас отправится там, не знаю, на кладбище, может быть, просто будете молиться, да. Четко, у кого-то из вас четко вижу ситуацию, как женщина будет молиться, искренне молиться. Угу. Так, следующий момент, ближайшие 48 часов. Новость, хорошая новость к вам примчится. От человека очень позитивного, радостного. Может быть, это от друга получите, от друга, от подруги какую-то новость, известие, радостное что-то. Но это опять же как-то связано с вами. Вы в чем-то были заинтересованы, поэтому эта радость коснется вас также. И вот эту новость принесет подруга либо ваш друг. Что-то вот вас касается, в чем вы очень заинтересованы. Так, дальше. Дальше. Ближайшие 48 часов. Будете испытывать почему-то, вы знаете, как счастье. Действительно, здесь идет мне такая красивая радуга. Радуга и арка. Такое впечатление, что вы вот в ближайших 48 часов почувствуете то, что вас вот многое устраивает. Сказать, что вы что-то хотите поменять в своей жизни, я не могу сказать. Вот то, что есть у вас на сегодняшний день, вас, в принципе, все устраивает. И вот какая-то ситуация, событие в ближайших 48 часов, она может вас заставить почувствовать себя счастливее. Что-то радостное такое произойдет для вас. И вы скажете себе, в принципе, я счастливый человек. У меня в жизни не так и плохо все. Да, есть какие-то моменты, которые необходимо подкорректировать, но в целом вы человек, который счастлив. Я не могу сказать, что вы человек несчастливый. Вы сами создаете свое счастье. Поэтому здесь я вижу, что что-то вас обрадует, сделает вас еще более счастливым. Пусть даже какая-то мелочь, но это для вас будет очень что-то ценное, важное. Угу. Следующий момент, смотрите, здесь идет, как будто бы кто-то будет кого-то посещать. Вы можете отправиться к кому-то, кого вы давно не видели, с кем вы давно не общались. Может быть, кто-то болеет, вы пойдете к этому человеку. Может быть, не с пустыми руками, но все же, смотрите, как будто бы вы кого-то не видели, либо человек другой болен. Вам необходимо к нему отправиться. Будете посещать кого-то. Может быть, это поликлиника, там больница какая-то, да, может быть, дома кто-то болеет. Но у кого-то может и такое отыграться, то, что в ближайших 48 часов вы можете кому-то отправиться. Хочу на картах посмотреть дополнительно. Итак, ближайшие 48 часов. Что у вас будет? Что вас ждет? Дорога. Либо к мужчине, либо мужчина, например, к вам может примчаться. Если в вашем окружении нет никакого мужчины, скорее всего, вы будете настолько уверены в себе. Вы прям, знаете, захотите чего-то добиться, достигнуть. Дойти до какой-то определенной цели. То есть у вас есть сейчас определенный план, и вот вы в ближайших 48 часов вот пойдете к этому, не оглядываясь назад. Вы в себе уверены, у вас очень много сил, очень много у вас энергии будет. Даже знаете, как у кого-то из вас может вот в прямом смысле, да, отыграться ситуация, то, что будет плохая погода. Кто-то попытается вас от чего-то отговорить, например, да, но вы от своего не откажетесь. Вот в ближайших 2 дня вы скажете, несмотря ни на что, я все равно за вот этих 2 дня чего-то добьюсь, либо что-то узнаю, к чему-то приду, и у вас это точно получится. Так, если это касается мужчины, значит, здесь я вижу, что очень часто были какие-то помехи на встречу, например, с каким-то мужчиной, например, да, и я вижу, что в ближайших 2 дня, опять же, будут какие-то моменты такие, опять же, непогода, может быть, откладываться будет что-то, да, либо, например, кто-то вас будет отговаривать от чего-то, но у вас все равно встреча состоится.
Так, еще ближайшие 48 часов. Чего стоит ожидать? Смотрите, могу вам так сказать, в ближайших 48 часов у кого-то из вас, если это касается вопроса мужчины, вас мужчина может разочаровать. Вот именно либо поступком, действием, либо каким-то словом. То есть здесь действительно вы уже можете прийти к какому-то завершению с каким-то мужчиной. Например, человек мог от вас что-то скрывать, чего-то не договаривать. И вот в ближайших 48 часов что-то может проясниться для вас, что, ну, скажем так, заставит вас немножко опечалиться. Вот, то есть посмотреть на человека другими глазами, и какое-то будет у вас слегка разочарование в каком-то мужчине. Если это не касается мужчины, скорее всего, насчет чего вот это вот мне очень интересно. Смотрите так, если в вашей жизни была какая-то женщина, которая вам намеренно вредила, и неважно в какой сфере вашей жизни, да, в любви, там, на работе, может быть, это враг ваш, завистница, да, то будьте готовы к тому, что за 2 дня что-то у нее произойдет. У нее произойдут перемены и не очень хорошие в ее жизни. За ваши слезы какая-то дама, она ответит, очень ответит. Поэтому здесь справедливость вас торжествует, и вы будете отмечать свою победу. И то, что не нужно сидеть, плакать, там, да, вспоминать, кто там вам что сделал, за 2 дня, если в вашем окружении есть какая-то женщина, которая вам вредила, она получит свое. Ей будет больно. Ей будет очень больно. Вы об этом можете узнать. Совет для вас. Будьте сейчас очень внимательны, что вокруг вас происходит. Будьте очень аккуратны, что вы говорите, кто вам что говорит. Если это идет какая-то информация от каких-то людей, перепроверяйте ее, да, чтобы не оказаться в каком-то капкане, в ловушке, потому что также есть моменты, что вас попытаются в чем-то обмануть. Поэтому каждую информацию, тем более от каких-то людей непонятных и на расстоянии, лучше всего перепроверяйте. Вот, чтобы не оказаться в каком-то капкане, в какой-то ловушке. Всем большое спасибо за ваше внимание. Всех вам благ. Будьте все счастливы и здоровы. Всем пока.